Меня зовут Амели Диппер, мне 17 лет. Я учусь в старшей школе Коппердейла, а это мои школьные друзья. Если вы пропустили прошлый эпизод, то вот краткое содержание. Всю неделю мы готовились к экзамену, и, если честно, с ума начали сходить. Оскар, похоже, положил на меня глаз. Что неудивительно, учеба явно выбила его из колеи, а Йоланда действительно оказалась инопланетянкой, под маской человека. Она и Джек все же идут на выпускной вместе. Но я не могу допустить, чтобы Йоланда осуществила свой коварный план. Между тем, бизнес моей мамы по продаже инопланетных слизней стремительно набирает обороты. Они даже отпраздновали этот успех и беременность мамы в новом ресторане. Правда, официант там был, мягко говоря, весьма странным, как и их блюдо. Вдохновленный идеями экспериментальной кухни, мой отец решился на смелый шаг – обновить пекарню и выпечку. Меня зовут Амели, а это мои дневники. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Дорогой дневник, на выпускном балу я почувствовала себя на вершине мира. До кульминации вечера. Супер! Я бы супер! Но обо всем по порядку. Как я писала ранее, мой отец решил обновить пекарню и выпечку в ней. Помимо косметического ремонта, мой отец также купил новые печи и разработал новый рецепт пирожных с теми самыми инопланетными фруктовыми плодами. Всю ночь, не смыкая глаз, я и отец пекли продукцию к открытию пекарни. Мы так устали за ночь, что к открытию пекарни у нас почти не осталось сил. Но эти усилия стоили того. Наши первые покупатели, словно завороженные ароматом этих пирожных, начали сметать с полок всю выпечку. Эти новинки так полюбились нашим покупателям, что теперь они требуют только их. Слух о чудо-выпечке распространился далеко за пределы Ньюкреста, дойдя до Виллоу Крик и Оазис Спринг. Теперь туристы специально заезжают в нашу пекарню, чтобы купить пару десятков пирожных и удивить ими домочадцев и друзей. Говорят, эти пирожные не только повышают способности к телепатии, но и вызывают легкую и приятную зависимость. Качать сейчас пресс? Почему бы и нет? Кажется, у папы открылось второе дыхание. С таким потоком туристов мой отец уже не справляется в одиночку. Теперь ему активно помогает мама, а я подключаюсь по выходным.
Нам даже пришлось нанять продавца, чтобы успевать обслуживать всех желающих. Пекарня превратилась в настоящий улей, где царит неустанная работа, аромат свежей выпечки и легкий шум оживленных разговоров. Клиенты становятся постоянными, а пекарня – местной достопримечательностью. Кто бы мог подумать, что такие перемены в нашу жизнь принесли всего пара каких-то инопланетных фруктов. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. В преддверии выпускного мы с друзьями решили собраться в парке развлечений на набережной Пломбит и повеселиться, прежде чем наступит этот долгожданный вечер. Тим был не в духе, он все еще злится на Джека после драки. Да и все мы были немного грустными. Пришло осознание, что эти дни могут стать нашими последними совместными моментами. Судьба может развести нас по разным уголкам всего мира. И кто знает, встретимся ли мы снова. Но мы решили, что нечего грустить, надо веселиться. И после кучи съеденного мороженого отправились на аттракционы. Я очень хотела прокатиться на колесе обозрения, и мне компанию в этом составил, как всегда, Оскар. А потом появилась Йоланда. И как ей удается появляться в тех же местах, что и мы? Наверняка это ее инопланетные штучки. Я приглядываю за тобой, Йоланда, и выведу тебя на чистую воду. Я с удивлением заметила, как Феликс еле сдерживает слезы. Никогда бы не подумала, что он такой сентиментальный. Ну и, конечно же, мы решили сделать несколько забавных фото на память, чтобы хоть что-то оставить о себе в этом мире, вместе с моими лучшими друзьями. С нетерпением ожидая выпускного вечера, я крутилась перед зеркалом, репетируя заигрывания и поцелуи. Я намерена сегодня всех сразить своим обаянием. Я так увлеклась, что чуть не опоздала на выпускной бал. Кстати, я приехала одна. Тим и Оскар даже не удосужились заехать за мной. Хорошее начало вечера. Все были такими нарядными и красивыми. Кто-то даже умудрился впервые за всю школьную жизнь надеть строгий костюм или платье. Я еле узнала близнецов без привычных джинсов и кед. Джек сразу пригласил меня на танец, что явно не понравилось Йоланде. Пожалуй, в этот момент я поняла, что этот вечер обещает быть особенным. Но, как всегда, не обошлось без сюрпризов. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat. Энтони опять что-то подлил в пунш. Где он только достал это пойло? Во время танцев все школьники понемногу подходили к кабинке для голосования, выбирая королевскую особу и шута выпускного бала. Я строила догадки. Сухён и Лео наверняка проголосовали за Карлу или Кими, а Тим обещал выбрать меня, если я проголосую за него. Но я так увлеклась танцами, что, конечно же, напрочь забыла проголосовать. Когда вечер подходил к концу, наша директриса мисс Мэй наконец-то взяла микрофон и объявила результаты голосования. Мы буквально сгорали от нетерпения. И тут меня выбрали королевской особой бала, а Оскар удостоился чести стать шутом.
Это было просто потрясающе. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. I feel my heart erase. So catch me if I Мы с Тимом, несмотря на все недоразумения, даже успели сделать совместный снимок фотобудки. Такой снимок не покажешь на семейных посиделках. Но что я вижу? Йоланда уже запустила свои инопланетные щупальца к телу Джека, а он уже и поплыл. Как говорит мой отец, податливый, как тесто в руках пекаря. Я должна была вмешаться во что бы то ни стало. Кими, подержи мою корону. Отвали от моего парня. Твоего парня? Ну, почти моего. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Знаешь, что Йоланда? Или лучше сказать, Йоланда инопланетянка, чей дом космическая банка. Джек, она обманывала тебя все это время. На этом бал и закончился. Но Сухён предложил нам собраться в парке развлечений. Это последний вечер, когда мы вместе. Послезавтра мы разлетимся по разным городам на каникулы, а потом университеты и взрослая жизнь. И почему здесь только нет велодорожек? Тим окончательно на меня обиделся и ушел домой, не сказав ни слова. Кажется, мы больше не пара, и я даже не уверена, что хочу что-то исправить. Джек тоже быстро развернулся и ушел, даже не попрощавшись. В один день я лишилась обоих парней и, наверное, заслужила это. Все, к чему я стремилась, обернулось разочарованием. Я и Оскар остались праздновать наш триумф, но радость от этого уже казалась какой-то пустой. Королева без своей свиты и ее верный шут. Может, все это было не так уж важно? Возможно, настоящие победы в жизни измеряются не количеством поклонников и подписчиков, а чем-то более значимым. Я задумалась, чем же именно? В этот момент до меня донесся тихий звон колокольчиков на шутовском колпаке Оскара. И в голове, словно слайд-шоу, промелькнули воспоминания. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Оскар всегда был рядом со мной, ловил мои взгляды, скрывал свои чувства. Его милые кудряшки, родинка над губой, озорные глаза. Как я могла не замечать этого раньше? Пока я размышляла, Оскар посмотрел на меня с легкой улыбкой, но в его глазах мелькнуло что-то большее, чем просто дружеская поддержка. Внезапно мне стало ясно. Возможно, за всей этой суетой и мишурой настоящие победы и ценности в жизни
скрываются не там, где мы их ищем, а рядом, в тех, кто был с нами все это время, но оставался в тени. Может быть, именно такие люди и есть самое важное. В тот вечер, когда все вокруг уже разошлись, я впервые посмотрела на Оскара иначе. Может, то, что я искала все это время, было передо мной, но я слишком долго этого не замечала? На следующий день состоялась церемония вручения аттестатов. И кажется, она тоже войдет в историю школы. Торжественная часть проходила как обычно. Лучший ученик читал речь со сцены, хотя его никто не слушал. Директриса Мэй вручала аттестаты. Как вдруг у нее начались схватки. Представляешь, она чуть не родила прямо на сцене. Пришлось срочно сворачиваться, а свой аттестат я получила по почте. Кстати, Тим не отвечает на мои сообщения, а Джек, кажется, все еще на меня обижен. Он до сих пор шлет мне гневные сообщения в чат. Успокойся, парень, я же спасла твою задницу от инопланетного вторжения. А Оскар, он все же уехал на остров Сулани вместе с Феликсом искать сокровища и спасать черепах. А я получила стипендию и завтра еду в университет в Фоксбери. Cause I've been living life right like I could just die